Вы смотрите на свою кошку, мирно свернувшуюся клубочком на солнечном пятне посреди гостиной, и чувствуете глубокое умиротворение. Вы держите ее дома, чтобы защитить от машин, холода и опасностей внешнего мира, и это абсолютно правильный выбор. Ваш дом кажется вам неприступной крепостью, тихой гаванью, где вашему питомцу ничего не угрожает. Но правда, которую большинство владельцев осознают слишком поздно, заключается в том, что самые страшные угрозы часто не подстерегают снаружи. Они прячутся внутри вашей повседневной рутины. Многие из нас совершают эти ошибки каждый день, даже не подозревая об их существовании, просто потому, что мы привыкли доверять своему окружению. Сегодня мы разберем критические ошибки, которые могут стать роковыми для вашей домашней кошки, и узнаем, как превратить ваш дом в действительно безопасное место. Ошибка номер один. Тихий яд на кухонном столе. Представьте себе красивый букет, который вы принесли домой, чтобы освежить интерьер. Для вас это символ уюта и весны. Но для вашей кошки это может быть билетом в один конец. Существуют растения настолько токсичные, что их простое присутствие в комнате ставит жизнь кошки под угрозу. Самый страшный враг в этом списке лилии. Большинство людей не осознают масштаба опасности. Кошке даже не нужно грызть лист или стебель. Всего одна капля воды из вазы, где стояли лилии, или случайное слизывание пыльцы с шерсти во время груминга может вызвать молниеносную почечную недостаточность. FDA и ветеринарные службы предупреждают, ядовита каждая часть этого растения. К тому времени, когда вы заметите симптомы рвоту, вялость или потерю аппетита, почки кошки могут уже полностью отказать. Но лилии — лишь верхушка айсберга. Ваш дом может быть буквально заставлен зелеными минами. Потос, эпипремнум, эта лиана, есть в каждом втором доме, но она содержит микроскопические кристаллы, которые вызывают ожоги во рту и горле кошки. Алоэ вера. Растение, которое мы держим ради его лечебных свойств для нашей кожи, вызывает у кошек сильную рвоту и тремор. Саговые пальмы могут привести к фатальному отказу печени. Тюльпаны и азалии также входят в список опасных. База данных ASPCA насчитывает более 400 растений, опасных для кошек. Прежде чем принести в дом новый цветок, потратьте 2 минуты, чтобы проверить его безопасность. Это может стать самой дешевой страховкой для жизни вашего питомца. Ошибка номер 2. Иллюзия приземления на 4 лапы. Вы когда-нибудь слышали старый миф о том, что кошки всегда приземляются на лапы и никогда не разбиваются? Этот миф ежегодно отправляет тысячи домашних кошек в отделение реанимации. Ветеринары даже придумали для этого специальный термин «высотный синдром». Самое удивительное здесь то, что ваша домашняя кошка находится в гораздо большей опасности рядом с открытым окном, чем уличная. Почему? Потому что у нее нулевой опыт оценки высоты. Ее охотничий инстинкт не знает жалости и не учитывает законы гравитации. Когда на перила балкона садится птица или мимо сетки пролетает мотылек, в мозгу кошки происходит мгновенный щелчок. Она видит добычу, а не падение с 5-го этажа. Знаменитое исследование из Нью-Йорка проанализировало 132 случая падения кошек из высотных зданий. Хотя многие выжили, их травмы были ужасающими. Разбитые челюсти, переломы лап и разрывы легких. Пик таких случаев приходится на весну и лето, когда мы открываем окна для свежего воздуха. Многие владельцы слепо доверяют оконным сеткам, но обычная старая сетка может просто вылететь под весом решительной кошки. Ваш план действий. Убедитесь, что каждая сетка надежно закреплена в раме. Если у вас есть балкон, никогда не выпускайте туда кошку без присмотра или установите специальную защитную сетку, кошка, сетка. Один вечер, потраченный на укрепление окон, купит вам годы спокойствия. Ошибка номер 3. Самая опасная игрушка в вашем доме. Что, если я скажу вам, что самый опасный предмет в вашем доме — это то, что ваша кошка любит больше всего на свете? Речь идет о нитках, лентах, резинках для волос и пряже. Для вашей кошки это непреодолимый соблазн,
Но для ветеринарного хирурга это линейное инородное тело. Один из самых страшных кошмаров. Проблема кроется в уникальной анатомии кошачьего языка. Он покрыт загнутыми назад жесткими ворсинками, которые делают груминг эффективным. Но как только нитка зацепляется за эти ворсинки, кошка физически не может ее выплюнуть. Ее собственная анатомия заставляет ее продолжать глотать. Когда один конец нити застревает, например, под языком или в желудке, кишечник продолжает попытки протолкнуть ее дальше. В результате кишечник начинает собираться в складки вокруг нити, как ткань на завязке капюшона. С каждым сокращением нить буквально прорезает стенку кишечника изнутри. Это приводит к попаданию бактерий в брюшную полость и требует немедленной, сложной и дорогостоящей операции. Жизненно важное правило: если вы увидели нитку, торчащую изо рта или из-под хвоста вашей кошки, никогда не тяните за нее. Вы можете мгновенно нанести те самые смертельные повреждения, о которых мы говорили. Сразу везите кошку к ветеринару. Храните резинки для волос в закрытых ящиках, а пряжу и ленты убирайте сразу после использования. Ошибка номер 4. Парадокс жажды и пустынное наследие. Посмотрите на миску с водой вашей кошки. Она стоит прямо рядом с ее едой? Если да, то вы совершаете одну из самых распространенных ошибок, о которой почти никто не знает. Ваша кошка – потомок пустынных животных, и она унаследовала невероятно слабый инстинкт жажды. Кошка может годами жить в состоянии тихого обезвоживания, никогда не подавая вида. Именно это хроническое обезвоживание является одной из скрытых причин двух главных – убийц домашних кошек, болезней почек и закупорки мочевыводящих путей. Почему расположение миски имеет значение? В дикой природе кошки инстинктивно избегают пить воду рядом со своей добычей, потому что вода рядом с едой может быть загрязнена. Этот инстинкт никуда не исчез. Многие кошки пьют меньше просто потому, что вода стоит слишком близко к их обеду. Кроме того, кошки на генетическом уровне доверяют проточной воде, которую их инстинкты считывают как свежую. Именно поэтому они игнорируют полную миску, но бегут к открытому крану. Исследования показывают, что кошки предпочитают специальные питьевые фонтанчики. Особенно это критично, если ваша кошка ест преимущественно сухой корм. В мыши, естественной добыче, кошки содержится около 70% воды. В сухом корме всего около 10%. Кошка теряет влагу, которую природа заложила в ее трапезу, и почти не чувствует позыва это компенсировать. Решение: отодвиньте воду от еды, попробуйте установить фонтанчик и добавьте влажный корм в рацион. Эти маленькие изменения защитят органы, которые чаще всего отказывают у кошек. Ошибка номер 5. Перекармливание как ложная форма любви. Какая ошибка является самой опасной из всех? Та, которая меньше всего похожа на ошибку. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Если она похожа на большинство домашних кошек, ответ уже перед вами. Это лишняя порция корма, лакомство каждый раз, когда она мяукает, и миска, которая никогда не пустеет. Мы делаем это, потому что полная миска кажется нам признаком того, что кошку любят. Но эта любовь тихо сокращает жизнь большему количеству кошек, чем что-либо другое. Статистика сурова: около 6 из 10 кошек имеют избыточный вес или ожирение. Это означает, что перекормленная кошка стала нормой, а не исключением. Последствия накапливаются незаметно. Диабет. Артрит, превращающий грациозного атлета в кошку, которая просто сидит и наблюдает. Нагрузка на сердце и общее сокращение продолжительности жизни. Но есть еще один риск, о котором мало кто слышал: липидоз печени, жировая болезнь печени. Если кошка с лишним весом внезапно перестает есть из-за стресса, болезни или смены корма, ее организм начинает выбрасывать накопленный жир в печень быстрее, чем она может его обработать. Печень начинает отказывать. Это состояние может стать смертельным всего за несколько дней, и именно кошки с ожирением находятся в самой большой группе риска. Самое важное, что вы должны понять: ваша кошка не воспринимает еду как любовь. Это наш язык, а не их.
То, чего ваша кошка на самом деле жаждет от вас, это игра, внимание и моменты связи. Когда она мяукает, еда — это просто самый быстрый ответ, который срабатывает. Попробуйте уделить 5 минут игре, прежде чем тянуться за лакомством. Наша цель не короткая жизнь с полной миской, а как можно больше лет, проведенных вместе. Путь к долголетию. Ваш дом может и должен быть безопасным местом. Кошки — удивительные существа, которые полностью зависят от наших знаний и нашей внимательности. Каждое ваше решение от выбора комнатного растения до места расположения миски с водой в конечном итоге определяет, насколько долгой и качественной будет их жизнь. Берегите своих маленьких сородичей. Помните, что для них вы не просто хозяин, вы их единственный защитник от тех опасностей, о которых они даже не подозревают. Напишите в комментариях, какую из этих ошибок вы обнаружили у себя и что планируете изменить в первую очередь. Давайте вместе делать жизнь наших кошек безопаснее.